На мой взгляд, 4 основные проблемы сегодня есть в земельной сфере на Северном Кавказе. Во-первых, это отсутствие легального рыночного оборота сельхозземель, что связано с запретом на их приватизацию, который действует во всех республиках СКФО, кроме, как известно, Карачаево-Черкесии. Второе – это появление альтернативных правовых систем, регулирующих землепользование. Третье – это нерешенность земельных проблем, возникших в ходе сталинской депортации и особенно в ходе возвращения народов из депортации. Ну и четвертое – это идеологизация земельных проблем усилиями местных ученых, национальных общественников и других сил. На примерах просто коротко поясню, что я имею в виду под этими проблемами. Но мораторий на приватизацию сельхозземель, он был введен во всех республиках СКФО, кроме Карачаево-Черкесии, после 2002 года, когда федеральный закон разрешил регионам самим определять дату начала приватизации сельхозземель. Сейчас говорить о причинах тогдашнего введения моратория уже вряд ли имеет смысл. В основном это было сделано теми руководителями республик, которые сейчас давно не у власти, но последствия введения моратория, разумеется, видны и сегодня. Это сложности для фермерских хозяйств в планировании своего бизнеса, вообще своей жизни, своих перспектив, когда землю сдают в аренду на короткий срок. Это и финансовые потери, связанные с дорогой ценой аренды. Часто возникают посредники. Буквально в одной из республик недавно о такой ситуации стало известно, когда значительная территория пастбищная была сдана в аренду некой структуре, которая никогда вообще в этой республике ранее не фигурировала, а уже местные жители вынуждены субарендовать, естественно, с большой накруткой. Надо сказать, что в ряде регионов, в частности в Кабардино-Балкарии, сейчас активно обсуждается идея досрочной отмены этого моратория на приватизацию сельхозземель. Но особенно острые проблемы в связи с отсутствием оборота, рыночного оборота сельхозземель возникают в тех республиках, где помимо, собственно, моратория на приватизацию действуют и дополнительные ограничения на использование земель, которые введены республиканскими законами. То есть мало того, что землю нельзя сдавать, мало того, что землю можно только арендовать, так еще есть ограничения по тому, кто может быть ее арендатором, что с ним можно делать и так далее. Здесь наиболее яркий пример – это Дагестан, где действует специальный режим для земель, которые в советское время на равнине давались горным хозяйствам. Это почти 1 миллион гектар, это очень много, и это по всей территории равнинного Дагестана, там от Ногайского района до Дербентского, и даже, по-моему, до Магарамкентского. Стоит просто на минуту особо на этом остановиться, чтобы показать, к чему приводит такая административная зарегулированность рынка земли и его отсутствие, по сути дела, рынка. Потому что сейчас эти земли могут быть только в аренде у горных хозяйств тех районов, за которыми некогда были закреплены. Решать вопрос о сдаче их в аренду можно только на республиканском уровне по очень сложной схеме. А еще сверх этого выясняется, что большинство построек на этих землях незаконные и, вообще говоря, могут быть в любой момент снесены. Мне в текущем году известно минимум 3 случая, когда судебные приставы пытались снос 300 дворов. Село стоит, это люди, которые переселились с гор на эти земли в советское время. Оно не было в силу того правового режима, который там есть. Это село как бы нелегальное. И приходят приставы, ставят вопрос о сносе всего села, что, конечно, порождает дикую напряженность. И таких сел десятки в Дагестане. К чему это приводит? Почему я остановился на этом примере? Да потому что здесь мы выходим на вторую проблему, о которой я сказал. Это когда такие крайне запутанные юридические расклады в земельной сфере приводят к появлению альтернативных правовых систем регулирования земельных отношений.
Вот в том же Дагестане есть случаи, когда две сельские общины, например, вот на этих специальных землях, о которых я сказал, горные общины и равнинные, игнорируя все сложности республиканского законодательства, просто заключают между собой договор, который подписывается в мечети и согласовывает все вопросы землепользования. Причем в том, что люди решают так поступить, нет никакой идеологии, есть попытка найти более простую систему регулирования отношений земельных. Ну и, конечно, в любом случае вот стихийное появление такого параллельного юридического мира – это, конечно, проблема для государства, но надо понимать, из чего он возникает. Он возникает из крайней сложности регулирования земельных отношений вот теми способами, которые предлагает республиканское законодательство. Третья проблема – это, как я сказал, последствия депортаций. Здесь чаще всего принято говорить о пригородном районе, но там действительно существует и земельная проблема, даже, так сказать, на двух уровнях. Это и проблема границ, и проблема землеобеспечения ингушских вынужденных переселенцев. Но все же я бы не концентрировался именно на пригородном районе, говоря о последствиях депортации, потому что, на мой взгляд, проблема пригородного района основная сегодня, она не земельная, а это вообще проблема возвращения вынужденных переселенцев, и это касается не только землепользования, это касается и, так сказать, ряда гуманитарных вопросов. Но вообще возвращение народов, проблема шире, потому что возвращение народов из депортации почти всегда оборачивалось проблемами. Например, когда возвращающиеся меняли ареал расселения, как, например, карачаевцы в Карачаево-Черкесии. И где они значительно продвинулись на равнину, вернувшись из депортации, по сравнению с тем ареалом расселения, который у них был до 1943 года, что, естественно, вызвало существенный передел земельных ресурсов. Глубокие последствия депортации, такие более сложные последствия, видны опять же в Дагестане. Парадоксальным образом, в общем-то, как таковых депортаций в Дагестане не было, если не считать чеченцев, проживавших на дагестанской равнине. Но после депортации чеченцев примерно 16 тысяч горных хозяйств дагестанских были практически тоже насильственные, переселены на территории, которые освободились от чеченцев, как в Дагестане на равнине, так и в ликвидируемой тогда Чечено-Ингушетии. В 1957 году, когда чеченцы вернулись, эти хозяйства вынуждены были оттуда перебираться, но не в горы, а на дагестанскую равнину. И вот это переселение имело очень серьезные последствия, потому что все заинтересованные стороны тогда имели основания считать себя пострадавшими. И, так сказать, дважды депортированные горцы и жители равнины, которые уступили этим новым переселенцам значительную часть земель, часто просто и делились с ними кровом. И вот всякий раз сегодня, когда на дагестанской равнине возникают между селами те или иные локальные земельные споры, и при этом одно село переселенческое, а другое коренное, то память о прошлом, она мгновенно возникает и срабатывает, и обостряет ситуацию. Я видел в одном переселенческом горском селе в равнинном Хасавюртовском районе, у которого почти 20 лет у этого села не решается земельный спор с соседями. И у главы этого села хранятся документы 50-х годов прошлого века, показывающие, что его сельчане, переселившись из Чечни на дагестанскую равнину, не были нахлебниками у местного населения, приехали со своим имуществом, со своим крупным мелким рогатым скотом и так далее. То есть память о прошлом становится аргументом в современных спорах. И это часто происходит применительно именно к тем территориям, где национальный состав поменялся в результате депортации и возвращения из депортации. Но тот пример, что я сейчас привел, он на самом деле иллюстрирует и более общую проблему. Это проблема идеологизации земельных споров, возможность их быстрого наполнения этническим содержанием. Иногда, причем это возникает из очень мелких
каких-то из очень мелких проблем. Например, я не буду даже называть конкретный регион, потому что пока, слава богу, вот этот случай не вышел, так сказать, в федеральные СМИ, не получил огласки, которая для конфликтов чаще всего только вредна. Я просто приведу пример без географических координат. В одной из республик Северного Кавказа недавно создавались новые муниципальные районы, и при этом между двумя селами, которые оказались в разных районах, имеется давний 20-летний земельный спор за примерно 500 гектар пастбищ или сенокосов. Вот граница прошла уже районов, так что она одно из сел отсекла от спорного участка земли. Мгновенно, естественно, этот спор приобрел более громкое звучание, стал восприниматься более остро. Не просто, так сказать, земля ушла другому селу, так еще и в другой район. И любое земельное, причем там опасность еще и в том, что есть возможность, опасность наполнения этого спора и этническим содержанием. Любое земельное решение на Кавказе, даже такое чисто техническое, оно может вот в результате неосторожности иметь последствия весьма и весьма опасные.